Привет, мой дорогой юный иммигрант. Вероятно, ты прочитал название ролика и подумал, а не переехать ли мне в Америку под жаркие лучи калифорнийского солнца или там в Майами, в Нью-Йорк, неважно, куда вы хотите переехать, ездить на какой-то крутой тачке, там американская мечта, мустанг, открытый верх, зарабатывать зеленые бумажки, ни в чем себе не отказывать, жить в прекрасной стране. Возможно, я вам в этом помогу. Возможно, я что-то знаю. По этому поводу я даже одел вот такой вот пиджачок, чтобы казаться серьезнее, потому что людям пиджаки обычно доверяют. Ведь правда? Так что сейчас этот бородатый мужчина непременно вам расскажет, как можно попасть в Америку в 2021 году, пока визы никто не выдает. Но, товарищ, позволь мне сразу тебя остановить. На всякий случай, давай сразу расставим все точки над «и». Это видео создано не для того, чтобы рассказать о какой-то незаконной схеме или лазейке попадания в США. Нет, абсолютно нет. Это видео не о том, как пробраться в Штаты, минуя туристическую визу, рабочую визу или какую-либо другую. И это уж точно, поверь мне, не призыв к действию. Я сразу же складываю в себя эту ответственность, я никого ни к чему не призываю, упаси Байден, вашу грешную душу. Нет, это видео только для тех людей, которым действительно угрожает опасность жизни или свободы в родной стране. Действительно угрожает. И они имеют право податься на политическое убежище. Политическое убежище можно получить только по 5 пунктам. Это религия, раса, национальность, принадлежность к секс-меньшинствам и политические убеждения. Да, кто-то может сейчас сказать, что есть еще 6-й пункт, он действительно есть, но на самом деле по нему я не смог достаточно сильно набрать информации. Речь идет о домашнем насилии. Как правило, оно больше относится к женщинам по понятным причинам. На него могут подаваться женщины, которые постоянно испытывают какое-то давление, абьюз со стороны там, родственников, близких или даже общества по той или иной причине. Но важно понимать, что домашнее насилие гораздо сложнее доказать. Ну, об этом мы поговорим дальше, вообще, возможно, в другом ролике. Просто я бы на вашем месте сконцентрировался на этих 5 пунктах. 6-й да, но это только если уже вот все, действительно вас там готовы убить, то конечно, какие бы у вас не были основания, когда вам угрожает действительно опасность, нужно сразу же брать чемоданчики и вперед улетать. Но сейчас не об этом. Итак, если к всему вышеперечисленному вы отголоски в себе не находите, то смело пролистывайте это видео. Ну, можете, конечно, поставить лайк за старание. Идете дальше, смотрите видосики там Дудя, котиков, что там сейчас популярно, тиктоки. Но если же ты почувствовал волнительное биение сердечка в груди, то ты по адресу. И я тебе сейчас все расскажу. Итак, товарищ, заваривай чайку, накладывай печеньки или что там вкусненькое у тебя есть, и мы будем начинать. Кстати, пока греется чайник, товарищ, не забудь поставить лайк, подписку на канал. Это все очень важно. Если у тебя будут какие-то вопросы после видео, оставь этот вопрос внизу в комментариях, чтобы я смог на него ответить. Потому что всякое бывает, я могу что-то забыть, что-то не учесть. Может, у кого-то дополнительные вопросы появятся или какая-то сложная ситуация жизненная. Чтобы у нас был какой-то диалог, и я мог вам помочь, пишите ваши вопросы в комментарии. И также отправляйте это видео людям, которым это может быть полезно. Имейте в виду, если вы смотрите этот ролик не в ноябре 2021 года, а позже или намного позже, то делайте на это скидку, потому что всякое может измениться, процедуры могут измениться, вообще все может измениться, поэтому вы можете использовать это видео как скелет, потому что вся структура останется неизменной, могут возникнуть какие-то минимальные отклонения. И если они возникнут, я бы на вашем месте после просмотра этого видео еще всю информацию проверил в интернете. Это полезно. Имейте свою голову на плечах. А мы начинаем. Итак, прежде чем мы начнем углубляться в тему, давай составим чек-лист. Итак, пункт номер 1. Подготовка к вылету из России. Итак, загранпаспорт.
Ну, в общем-то, все достаточно элементарно. Чтобы улететь в другую страну, вам определенно нужен загранпаспорт, заграничный паспорт, неважно с какой вы страны. Поэтому, если у вас все еще нет, то я бы приостановил это видео на паузу, сначала заказал паспорт, а потом вернулся к просмотру, потому что без паспорта ничего не получится. Если вы в России, у вас очень все это может быть просто, можете заказать через госуслуги, можете пойти лично. Тут все как бы не проблема. Насчет других стран я не знаю, но я думаю, процедуры в целом схожи везде. Так что первый ваш пункт, что вам нужно сделать, заграничный паспорт. Банковские карты. Банковские карты. Сейчас буду делать рекламу банкам, жалко, что мне за это никто не заплатит. Но из опыта могу сказать, что лучше всего за границей себя карточки показывают следующих банков. Это Красный банк и Желтый банк. Открывайте вот эти вот две карточки, и у вас никаких не будет проблем. Также у них есть функции, в личном кабинете можно указать дату и страну, куда вы вылетаете, на какое время. То есть вы заходите в чат, пишите: господа банкиры, я собираюсь улететь там в отпуск на 2 недели в Мексику с такого по такое число. И будьте уверены, в этом промежутке, если вы заранее всех предупредили, никто вашу карту не заблокирует, все будет в порядке. Снимаете наличные, переводите, все классно. Так что пользуйтесь. Зеленый банк, к сожалению, показывает себя не всегда хорошо, как и синий, как и все остальные. Поэтому это моя личная рекомендация. Хотите — пользуйтесь, хотите — нет, но мы пользовались именно так. Опять же, я не пересекал границу с Мексикой, но у меня очень много друзей, знакомых пересекли Мексику в ближайшие когда в начале ноября, в середине ноября. И мы это все по горячим следам вам записываем, пока все это известно, пока это все по памяти, все в голове. И мы делали так. Карточки заказывали именно такие, и всю структуру, которую я вам сейчас расскажу, мы всю ее повторили на личном опыте. Поэтому не стесняемся, смотрим, делимся, пользуемся. Итак, у нас уже выполнено 2 пункта. У нас есть банковские карты, у нас есть паспорт, и нам нужен поручитель. Поручитель – это такой товарищ, очень важный в вашей судьбе, которого нужно найти заранее. Поручитель – это человек, благодаря которому вы сможете выйти из иммиграционного бордера, прямо на границе с Мексикой, очень-очень быстро. Поэтому вы можете найти поручителя либо знакомого, если у вас кто-то живет в США, либо такие услуги как бесплатно, так и платно предоставляют во всяческих пабликах. Там в Фейсбуке, в Телеграме, в других соцсетях. То есть можно найти таких людей. Кто-то это делает безвозмездно, кто-то берет символические деньги. Сразу говорю, не берите поручителей, если они предлагают какие-то сумасшедшие суммы там за 300, 500, $1000, $2000, какие я только не слышал. Я считаю, поручитель должен быть либо бесплатным, либо там за буквально там $100, $50, ну 300 максимум, но это все. Ну, то есть, если дальше, ребята, скорее всего, вас хотят обмануть, поэтому держитесь от этого подальше. Так что заходите на Facebook, ищите, и вы обязательно найдете. Кто ищет, тот всегда найдет. Также поручители могут быть не какими-то частными лицами, а, допустим, участниками какой-то группы. Ну, к примеру, очень часто есть иммигрантские такие церкви, объединения, там христианство, мусульмане есть армянские, чисто, хотел сказать, секты, господи, как это называется слово? Как называется это слово? Объединение людей. Как это называется? Интернет, ты не помогаешь. Я вспомнил, это могут быть армянская диаспора, чеченская диаспора, там любая другая, то есть они могут за вас вписаться в качестве поручителя. Поэтому ищите, кто ищет, тот всегда найдет. 4-й пункт. Наличные средства. Я настоятельно рекомендую иметь хотя бы $1000 наличными. Не больше не надо, потому что если вдруг что-то произойдет, вы там потеряете, будет очень обидно. Если меньше, может не хватить. Поэтому 1000 вполне достаточно, можно и меньше чуть-чуть, в зависимости от того, как вы привыкли вообще свою жизнь организовывать. Кто-то может и за $300 проехать, за 500, кому-то нужна 1000 наличными, кому-то мало. Так что минимум косаречек иметь при себе наличными, уже помененными на доллары или там в песо, как вам удобнее. Имейте наличные при себе.
5-й пункт, пожалуй, самый важный пункт. Многие этим пунктом пренебрегают. Я считаю, абсолютно необоснованно. 5-й пункт – это база, на которую вообще вы должны рассчитывать. Это ваша история или так называемый кейс. Многие товарищи, я этого не одобряю, я это порицаю, приезжают в США туристами, потом остаются по политическим убеждениям, или через Мексику, не имея своего кейса. Из разряда, я там приеду, потом приеду в США, уже в США там что-нибудь придумаю, сочиню какую-то историю, там пока этот суд, пока туда-сюда, я уже там 10 лет буду жить в США, и все будет хорошо. Ребят, я хочу вас предостеречь. Может быть, все так и будет. Вы действительно что-то придумаете, вам там поверят, все будет хорошо. А если нет? Если у вас плохая история, если у вас неподготовленная история, недостаточно фактов, а факты очень тяжело собирать, когда вы живете уже не в родной стране. Я бы подготовился заранее. Очень обидно, поверьте, будет уезжать спустя 10 лет, когда здесь уже вся ваша жизнь, у вас здесь все хорошо, уезжать обратно в страну, будучи депортированным. Это не очень хорошо. Поэтому настоятельно рекомендую подготовить историю заранее. И не просто историю по одному какому-то факту. Потому что многие... На самом деле, тема с историей – это тема прям цельного видео, такого, знаете, на час, на полтора, потому что я могу очень долго рассуждать о нюансах, как нужно составлять кейс, какие нужны доказательства, какая должна быть структура и все. Но, если совсем вкратце, вы должны понимать, что ваша история должна строиться не из одного факта. То есть, к примеру, я очень часто это слышу. Я сходил на митинг к Навальному, на пикет, на одиночный пикет. Меня там задержали, подержали в автозаке, потом посадили в тюрьму, не в тюрьму, в СИЗО, там на 2 дня, на 3 суток. Выпустили, я боюсь за свою жизнь и прошу Америку дать мне политическое убежище. Это не проканает. Опять же, вкратце, ваша история, она должна быть фундаментально уходить в прошлое, и она должна цепляться, то есть какое-то время. То есть это не должно быть, что один эпизод, и вы сразу решили уезжать. Нет, это должно быть постоянные эпизоды. Вы должны показать, что вы пытались бороться с этой системой, вы пытались найти справедливость, вы пытались другими способами, то есть вы пытались найти защиту, вы пытались переезжать, вы пытались, что вы только не пытались, но уже ничто не помогает, поэтому вы вынуждены уезжать. Только так. Мы подробно об этом расскажем, подробно напишем ролик, если вам вообще нужно это там. Давайте соберем какое-то количество лайков, так канал новый, я его только создал специально, кстати, для вас, поделиться опытом, потому что я знаю, тема сейчас очень горячая и очень многие люди допускают ошибки, просто фатальные, когда слушают чаты в Телеграме, когда слушают помогаторов и потом ломают все судьбы. Поэтому, раз у меня есть эта информация, раз мы ее на себе прошли, почему бы с вами не поделиться? А вы, в свою очередь, можете отблагодарить меня лайком. Давайте соберем, к примеру, пусть будет для начала 300 лайков, и мы запишем ролик про составление истории. Очень подробно. Я думаю, всем будет это полезно. Опять же, для чего вам нужна история на этом этапе? Потому что, когда вы будете на бордере, я сейчас немного забегаю вперед, но мне нужно вам объяснить, зачем это. Может случиться такая ситуация, что вы придете на бордер, уже на американскую границу, отсидите в тюрьме, как все показывают в роликах на YouTube. Отсидели пару дней в тюрьме, вышли, вопросов вам не задали, вы вышли, все здорово. И дальше, как вы и планировали, вы записали историю, подготовились, у вас куча времени, вы все сделали, нет проблем. Но может быть такая ситуация, поверьте, и она будет вот конкретно именно с вами. Вот так всегда, по закону подлости. Вы единственный, кто не подготовитесь, и это случится именно с вами. На бордере вас вызовут на так называемый тест на страх. Тест на страх – это, по сути, интервью с офицером, CBP-офицер миграционный, вы будете говорить по телефону через переводчика, на русском, все будет нормально, так что не беспокойтесь. И он будет на протяжении 2-3, может 4 часов задавать вам вопросы по вашему делу. Почему вы бежите из своей страны, что вам угрожает, что вы пытались сделать, будет вас запутывать, спрашивать одни и те же вопросы, реверсивный там допрос, будет все вот это вот.
И поверьте, если у вас нет истории в голове, и тем более, если с вами это не случилось, и вы пытались все это выдумать, то вы посыпетесь, это станет сразу понятно офицеру, и вы поедете далеко надолго в иммиграционную тюрьму, и дай бог, вы выйдете из нее там через 2, 3, 4 месяца, и не факт, что в сторону США, а скорее всего в сторону Мексики и обратно. Поэтому, чтобы минимизировать свои риски, готовьте историю заранее. Прям прописывайте полностью всю свою историю, полностью, со всеми фактами. Да, вы можете сейчас доказательства какие-то не иметь, потому что некоторые доказательства нельзя иметь в силу времени. Допустим, какую вам справку дадут, если вас побили в полиции? Они же не дадут вам справку. Мы, там, отдел номер 3 полиции там, города Москвы, побили Петрова Юрия Геннадьевича, вот в связи с чем подписываемся, вот ему справка. Такого, конечно, не будет, поэтому просто пусть у вас будет история прописана. Запомните ее, выучите ее, сделайте сканы, отправьте на облачные хранилища, отправьте друзьям, распечатайте, оставьте дома еще, чтобы родственники вам, если что, отправили. Но история быть должна. Пожалуйста, ребят, запомните, как отче наш. История должна быть до того, как вы поехали в Мексику. Если у вас истории нет, если вы не подготовились и полетели, сорян, я не знаю, что может с вами случиться, поэтому на свой страх и риск. Если вы сорвиголова и готовы рискнуть, езжайте без истории, но я осуждаю. Шестой пункт. Вам нужно как-то добраться до Мексики. Тут все тоже очень просто. Вы либо ленивая какашка, что в целом не так уж и плохо, мы тоже так делали, очень удобно. Вы заказываете тур, обращаетесь в турагентство, выбираете даты, выбираете ваш бюджет и улетаете в группе, в тур, и за вас там все решают. В целом все нормально. Если вы же не хотите брать тур, а хотите сэкономить, хотите сделать что-то подешевле и сами руководить своей судьбой, то вы можете отдельно купить билеты на самолет, отдельно забронировать себе отель и в целом сделать все то же самое, абсолютно. Единственный важный момент, когда вы все это дело забронируете, неважно тур или отдельно ваши билеты и отель, обязательно распечатайте их на бумаге, а также отправьте себе сканы на облачное хранилище. Мало ли, что там, забудете их, там бумажки или еще что-нибудь потеряете, пусть будет на всякий случай копия. Бумажки обязательно, то есть у вас уже такой пакет документов собирается, у вас есть там ваучер на тур или там билет на самолет, у вас есть там паспорт, наличные, ваша история уже написана, данные поручителя у вас уже есть, то есть у вас уже все неплохо, уже потихонечку вы собираете документы. Туры ищите либо на агрегаторах где-то, всякие там 1000 тур, что там еще есть, я не знаю. В гугле забейте, я думаю, вы найдете турагентство. Кто-то летает Амексом, кто-то летает Пегасом, это из России. Так что кому как удобно, кто кого знает, кто-то через приложение заказывает. Так что, что я вам рассказываю, 21 век, все взрослые люди телефонами пользоваться умеем. Седьмой пункт – это у нас разрешение на въезд. Разрешение на въезд – это электронная, по сути, электронная виза в Мексику. Для граждан России не нужно иметь полноценную какую-то визу в Мексику, для них достаточно заполнить электронное разрешение, делается за 2 минутки. Это, я думаю, вы легко найдете на сайте, или я там приложу ссылочку внизу, если не забуду. Вот. А для тех, кто летит в туре, для кого туроператор все это делает, он за вас получит эту визу, поэтому не переживайте по этому поводу. Но, конечно, лучше контролировать туроператора, а то будет не очень хорошо, если вы приедете в аэропорт, а у вас визы нет. Вот. Так что тоже контролируйте, это важный момент. Пункт номер 8. Карта здоровья. Опять же, если вы летите в качестве тура, то за час-два до вылета вам дадут ссылку на сайт, вы заполните карту здоровья, простое анкетирование, чем болеете, есть ли у вас хронические заболевания, туда-сюда, рост, вес, все остальное. Вот. Для тех, кто летит не в группе, одиночки сами, то же самое. Просто составьте это себе как чек-лист, и когда вы будете уже собираться вылетать в Россию, просто делайте чек-листы, что вы все сделали. Там карта здоровья есть, выезд из страны есть,
Паспорт есть, наличные есть, поручитель есть, история есть, то есть карточки есть. Делайте чеки. Мне лично так удобнее, так ты ничего не забудешь. Будет гораздо нагляднее. Очень важный тоже момент — собрать все, что у вас есть, вот это вот все, что вы собрали. Опять же, к этому списку добавляются все, что у вас есть в России там, или в стране, откуда вы едете, стран СНГ, то, что вам дорого в бумажном носителе. То есть всякие СНИЛСы, полисы, дипломы, грамоты, не знаю, выписки из больниц, вот все, что у вас есть на бумажках, и все, что вам это может когда-то где-то теоретически понадобиться, сделайте сканы, соберите их все в архив, закиньте на облако, и пусть оно там лежит. Никто не знает, когда это вам может пригодиться. Никто не знает. Поэтому просто сделайте это, обезопасьте себя в будущем. Все очень просто. Если у вас есть водительские права, берите их. Если у вас нет водительских прав, желательно их получить. Почему? Потому что когда вы выйдете уже на территорию США, после бордера, после всего этого, вам нужно будет обживаться местными документами. То есть вам надо будет получить ID, там, driver license, банковский счет, открыть фирму. Если у вас будут права, вам просто будет это легче сделать, потому что у вас будет еще один документ, где есть ваша фоточка, ваше имя, фамилия, и вам просто будет чуть легче, чем тем, у кого этого нет. Так что если у вас есть возможность получить права в скорейшем случае, в скорейшем времени, то, конечно, лучше это сделать. Лишним точно не будет. 11-й пункт. Сколько ж тут пунктов-то? 11-й пункт. Доверенность. Это лично моя заморочка, я предлагаю так делать людям. Сделайте, у вас есть наверняка какое-то доверительное лицо в России, которому вы очень доверяете, не знаю, мама, папа, лучший друг, подруга, кто-нибудь. Оформите на него генеральную доверенность, полноценную, чтобы он мог от вашего имени делать походы в банки, в налоговые, в различные пенсионные фонды, соцстрахования фонды, то есть мог за вас подписываться и все остальное. Сделайте такую доверенность, потому что, всякое может быть. В какой-то момент у меня была блокировка карт русских, а я только был в самом начале, у меня все деньги были на карте. И если бы у меня не было доверенности на человека в России, я не знаю, как бы я их вообще разблокировал. Потому что когда я звонил на горячую линию, они говорили: да, мы все понимаем, вы в Америке, чтобы вам разблокировать карту, вам надо пойти в ближайшее отделение банка. И а как? Поэтому даже вот на таком элементарном случае лучше иметь доверенность. Поэтому сделайте доверенность, сколько она стоит, 2000-2500 рублей у нотариуса, но поверьте, она очень может сильно облегчить вам жизнь. Конечно, вы можете и в Америке сделать эту доверенность, то есть тут есть такой способ, я сам так делал, есть местные нотариусы, которые обращаются непосредственно в консульство, потом заверяются с апострофами или апостилями. Все это делается, но это делается за пару недель, и стоит это не 2500, а сколько я заплатил, наверное, долларов 170 за доверенность. Так что лучше заранее сделайте, сэкономьте себе деньги и нервы. Пункт номер 12. Это у нас вещи. Вещи. Кто-то летит с маленьким рюкзачком, кто-то летит с пакетиком. Я считаю, что так как вы туристы, и вы должны создать впечатление туристов, то возьмите обычный маленький, как ручная кладь на 10 килограмм багаж, чемоданчик, сложите туда все самое необходимое. Не берите какие-то украшения, бытовую технику, девочки, не берите всякие плойки, фены и все остальное, потому что, во-первых, в Америке другой ток, и у вас просто розетка не подойдет, или будет работать неправильно через переходник. Во-вторых, вам это все не понадобится, это стоит копейки в Америке, просто купите новое. Что нужно брать, так это взять какие-то документы важные, взять несколько комплектов одежды летней, потому что вы летите в Канкун, в Мексику, в Ла-Пас, в Мехико, везде горячо, тепло, поэтому зимнюю одежду можете не брать. Что нужно брать обязательно, это спортивный костюм. Возьмите спортивный костюм, желательно без шнурков, чтобы не было вот здесь шнурков, чтобы не было на поясе шнурков, а просто на резинке. Если есть такая возможность, возьмите лучше его. Но спортивный костюм обязательно нужно иметь. Почему? Потому что когда будете сидеть потом в бордере, если вы без костюма, будет прохладно в вашей иммигрантской жопке. Поэтому позаботьтесь о себе. А в остальном
Не перегружайте багаж, берите там обычные вещи туриста, очки, крема, какие-то летние одежды, плавки, эти бикини, все остальное, ну что там берут. И все. Что там, запись идет? Запись. Я вообще в фокусе нет, я ничего не вижу. То сейчас я тут наговорил столько, а фокуса нет. Вот будет обидно. Но я не буду перезаписывать. 13 пункт. Распечатайте ваши путевки на тур и билеты. Но я об этом уже сказал. Все документы, которые вы так или иначе получаете от туроператора, или там паспорта, водительские права, все остальное, все делаем сканы, все делаем копии. 14 пункт. Очень, кстати, важный. Продумайте ваш маршрут. Это очень важно, потому что, когда вы прилетите в Мексику, вас могут спросить, а что вы, собственно, сюда прилетели. И будет неплохо, если вы не будете просто мычать пограничнику в ответ, а скажете, что мы прилетели в Канкун, потому что здесь невероятное Карибское море, бирюзовое, нам так хочется поваляться на этом прекрасном пляже, проникнуться мексиканской культурой, вот этим испанским языком, сомбреро, там, фестивалями, карнавалами, вот этим, не знаю, какими-то Мачу-Пикчу, всякими там, я не знаю, погуглите просто Канкун или там Ла-Пас, Мехико, достопримечательности. Просто имейте в голове маршрут по достопримечательностям, чтобы вы могли объяснить в случае чего, если такой вопрос возникнет, что вы тут забыли и зачем вы сюда приехали. Просто, чтобы чувствовать себя уверенно. Потому что если вы не будете готовы и вас вдруг начнут допрашивать, вы начнете нервничать, стрессовать, а поверьте, стресс будет, это вам не прогуляться по ночному городу. Поэтому лучше быть готовым. Будьте готовы, смотрите всегда наперед, готовьтесь заранее. Ну и последний пункт, 15 пункт, очень важный, вам нужно обязательно ходить в церковь или в какой церкви вы принадлежите, к какому вероисповеданию вы принадлежите, в кого верите, в высших существ, в богов, в себя, неважно, поставьте свечку какому-то высшему существу на удачу, потому что удача вам пригодится, очень сильно пригодится вам удача. Кстати, чуть не забыл. Бонус. Проверьте свое здоровье перед вылетом. Подлатайте, что можете, и вылечите все зубы. Потом спасибо скажете. Прям отвечаю. Зубы все сделайте, потратьте лучше в России кучу денег, потому что в Америке это будет стоить в 10 раз дороже. Так что это такой советик, бонус. Займитесь здоровьем перед отлетом, если есть такая возможность. Ну вот и все. Поздравляю вас. Вы закончили первый пункт подготовки к вылету в Мексику. У вас все есть, вы собрали все документы, поставили свечку, вы готовы, вы заряжены, вы хотите поменять свою жизнь. Дальше все просто. Садитесь на самолет, отдыхайте, потому что впереди будут приключения, вам нужно набраться сил. Лететь довольно далеко, примерно 12-13 часов. Поэтому отдыхайте. Важный момент, если вы летите сами, не через тур, или вы летите не из Москвы, а летите из Турции, это работает конкретно в Турции. Важный момент, если вы взяли билеты из Стамбула до Канкуна или в любой другой город в Мексике, и вы летите конкретно авиакомпанией Turkish, а в Турции есть несколько авиакомпаний, как Turkish, Azur. Вот если вы конкретно летите туркишами, то вам обязательно нужно иметь обратный билет. И обратный билет у вас должен быть той же самой авиакомпании, то есть туркишами. Нельзя полететь в Мексику туркишами, а вернуться Азуром или Аэрофлотом, или Люфтганзой, или там КЛМом, любой другой авиакомпании. Если вы летите туркишами, обратный билет обязательно должен быть туркишами. Если этого не будет, то вас в Мексику просто не впустят. Поверьте на слово, это уже 1000 раз проверено, уже все чаты орут об этом, уже кто об этом не говорил, но люди все равно берут туркишами подешевле, берут другой обратный билет какой-то другой авиакомпании и по итогу просто теряют билет и возвращаются обратно в Стамбул. Не делайте так. Взяли туркишами возвращаетесь. Если летите из Москвы, таких проблем нет. Вот, в общем-то, и все. Такое уточнение. Привет, дорогой друг. В процессе монтажа я понял, что ролик получается слишком затянутым, где-то на 1,5, а то и 2 часа.
Поэтому я решил разделить его на небольшие кусочки по 30-40 минут. Поэтому первая часть будет уже совсем-совсем скоро, она уже готова. Она будет включать в себя только первый пункт, подготовку к вылету из России. Следующие пункты, такие как Канкун, Тихуана, непосредственно бордер, покупка машины и все остальное, будет в следующих роликах. Они будут буквально в течение тоже нескольких дней, максимум недели. Так что следите за анонсами, проверяйте периодически канал, поэтому вам нужно подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Вот. Я думаю, это будет честно, и немногие смогут вытерпеть 1,5-2 часа серьезной информации, поэтому я решил немножко поделить. Так что ждем вторую часть. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся вновь. Пока-пока.